Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали неоднократно, так, но и с новым узорчиком. Сразу акцентирую ваше внимание, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Узорчики универсальные, подходят под любую пряжу. А я, в свою очередь, рассказываю о тех ниточках, которые я буду использовать непосредственно сегодня в сегодняшнем образце. Итак, у меня сегодня ниточки Yarnart Super Perle. Кто еще не вязал, новички, смотрите, что это за ниточки. Так, смотрите, это получается стопроцентный акрил. В 100 граммах 400 метров здесь находится. И нам советует производитель. Сейчас, что он нам советует? Он нам говорит, берите крючок 3 миллиметра, чтобы у вас все-все получилось. Я данную пряжу действительно, да, вязала крючком 3 миллиметра. Очень здорово, очень классно. Вот, смотрите, я беру, получается, сегодня 3 миллиметра. Вы точно так же изучаете аннотацию, да, к своей пряже, подбираете крючок, потому что это самое главное под вашу плотность, под вашу толщину ниточки, чтобы у вас все-все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу 4 раппорта, это получается 32 воздушные петельки. И нам необходимо по краю и с той и с другой стороны взять по одной петельке, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого я набираю 34 воздушные петельки. Ну, а вы набираете сколько вам удобно, да? Итак, все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 34 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, что мы делаем. Мы делаем воздушную петельку. Так. Отсчитываем от крючка вторую петельку. Раз, два. Во вторую петельку нырнули. Вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Раз. В следующую петельку. Вторая петелька. Столбик без накида. Два. В следующую петельку. Третья петелька. Столбик без накида. 3. И в следующую петельку. Столбик без накида. 4. Так, дальше идем. 2 воздушные петельки. Раз, два. И пропускаем в нашей цепочке 2 петельки. Не ошибитесь. Раз, два. В третью петельку нырнули, провязали столбик без накида. Раз. Дальше идем по цепочке аккуратненько. Каждую петельку. Столбик без накида. 2. Дальше столбик без накида. 3. По порядку шагаем в каждую петельку цепочки. Столбик без накида. 4. Столбик без накида. 5. И столбик без накида. 6. Так, аккуратненько. Столбик без накида. Не хочет. Оп. 6. Далее, как только сделали 6 столбиков без накида, опять делаем вот такую вот арочку, состоящую из 2 воздушных петелек. 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять пропускаем, получается, наши 2 петельки. Раз, два. И в третью петельку провязываем точно так же. Еще 6 столбиков без накида. И так будем провязывать до конца ряда. То есть 6 столбиков, 2 воздушные петельки. 6 столбиков, 2 воздушные петельки. 6 столбиков, 2 воздушные петельки до конца вашего образца. Итак, раз, два, три. Далее 4, 5, 6 и опять 2 воздушные петельки. Раз, два. 2 петельки пропускаем. Раз, два. И с третьей петельки опять начинаем провязывать 6 столбиков без накида. Понятно, да? И у вас должна получаться вот такая вот картина. Раз арочка, два арочка, видите, 3 арочка и так до конца ряда. Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики с арочками готовы. Как мы заканчиваем ряд? Мы начинали ряд 4 столбиками без накида и заканчиваем точно так же. После последней арочки 4 столбика. Раз, два, три, 4. Далее давайте продолжим этой же ниточкой. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, мы пропускаем все наши столбики.
Так, и ныряем вот в арочку, сразу же делаем накид и провязываем в арочку 5 столбиков с накидом. Итак, раз, два, три, 4, 5. Есть. Как только провязали 5 столбиков, делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Теперь смотрите, возвращаемся обратно вот к нашему столбику, беремся за 2 верхние петельки. Вот горизонтальная петелька и одна вот такая вот вертикальная. Видите? Захватываем ниточку и протягиваем через эти петельки и сразу же через петельку на крючке. У нас формируется вот такая вот капелька. Теперь, чтобы нам было удобнее, поворачиваем вязание наоборот, на заднюю стенку. Так, делаем вначале одну воздушную петельку. Теперь ныряем вот в эту капельку и провязываем в нее 10 столбиков без накида. Итак, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10. Вот наша капелька, мы ее провязали столбиком без накида. Вот, видите, да? Мы перевернули, получается, на изнаночную сторону. Теперь смотрите внимательно. Поворачиваемся обратно, обратно и провязываем опять. Делаем накид. В нижнюю, получается, нашу арочку провязываем опять 5 столбиков с накидом. Итак, раз, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4 и сюда же 5. Вот. Самое главное, что наша капелька, видите, должна быть вот так вот повернута. Ну, как будто вот петелька. Вот, нашла слово. Петелька. Вот так вот. То есть, когда мы будем провязывать дальше, мы ее зафиксируем, и будет очень-очень красиво. Понятно, да? Все. Как только провязали наш веерочек с петелькой вот с такой, опять делаем накид, перепрыгиваем опять все наши 6 столбиков без накида в следующую арочку и точно так же. Давайте вместе провяжем. 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Сюда же 4. И сюда же 5. Как только 5 столбиков провязали, делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Смотрите, опять возвращаемся обратно к столбику, берем вот эту вертикальную и горизонтальную наши петельки. Есть. Ниточку захватили, протянули через петельки и через петельку на крючке. Оп, вот видите, вот наша капелька. Дальше поворачиваем, разворачиваем наоборот наше вязание, чтобы было удобнее. Воздушная петелька и провязываем в петельку 10 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обратно поворачиваем наше вязание, так, и провязываем вот в нашу нижнюю арочку еще 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3, 4 и 5. Опять мы сформировали веерочек вот с такой вот, получается, петелькой сверху. Видите? Вот, получается наши петельки. Мы их сейчас будем фиксировать. Но вначале мы провяжем до конца ряда, то есть несложно. Продолжайте до конца ряда вязать такие же, получается, веерочки с петельками. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца. Вот такие веерочки, вот такие капельки. Получается, как мы заканчиваем ряд.
После последнего столбика веерочка мы делаем накид, пропускаем, получается, наши 3 столбика, да, и в последний столбик, у нас здесь была петелька подъема, так, нырнули, вытянули ниточку, так, провязали 2 петельки, и здесь я хочу переключиться на новый цвет, поэтому я последние 2 петельки последнего столбика я буду провязывать новой ниточкой. Вы можете повторять, вы можете продолжать той же самой ниточкой, то есть на ваше усмотрение. Кто меняет ниточку, повторяйте. 2 последние петельки провязали новым цветом. Видите, ряд закончен у нас такой голубенькой, да, таким цветом ниточки. И начинается уже оранжевая. В процессе вязания уже появилась оранжевая. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. А теперь смотрите внимательно. Вот у нас здесь с вами 5 столбиков. Да? Считаем по верхушкам. 1, 2, 3, 4, 5. Так вот, первые 2 столбика пропускаем, ничего с ними не делаем. Дальше накид. С 3 столбика, смотрите как, захватываем петельку сзади, вернее столбик сзади наперед. Столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем, как обычный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. За счет того, что мы вот так вот захватили, да, столбик, получается у нас рельефный лицевой столбик с накидом. Накид, следующий столбик точно так же. Захватили сзади наперед, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Есть второй рельефный лицевой столбик с накидом. И точно так же делаем с третьим рельефным лицевым столбиком с накидом. Вот. Видите, у нас 3 рельефных лицевых столбика с накидом. Далее, смотрите, делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пока перепрыгиваем нашу капельку, пока мы ее не трогаем, переключаемся на следующие 5 столбиков. И тут получается первые 3 столбика, 1, 2, 3, будем провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом. Точно так же захватили, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Накид, второй столбик, точно так же захватили сзади наперед, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки. И точно так же третий столбик. Понятно, да? Вот. И у нас получается 3 рельефных лицевых столбика с накидом. Так, петелька сюда, вот, видите? И последние 2 столбика мы не трогаем, просто пропускаем. Накид. Переключаемся к следующему веерочку. Опять первые 2 столбика не трогаем, начинаем с третьего. Рельефный лицевой столбик с накидом. 1. Накид. Рельефный лицевой столбик с накидом. 2. Накид. И рельефный лицевой столбик с накидом. 3. После того, как провязали 3 рельефных лицевых столбика с накидом, провязываем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Переключаемся. Переключаемся вот на следующие 5 столбиков. И первые 3 точно так же провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом. 1. Первый рельефный лицевой столбик с накидом. 2. И 3. Угу. Вот, что у нас по итогу получается. Видите? Вот такая картина. Дальше опять пропускаем 2 столбика. 1, 2 и переключаемся к следующим столбикам. Опять первые 2 пропускаем и начинаем точно так же провязывать с третьего столбика рельефные лицевые столбики с накидом. Поняли, да? Все. Вот так вот шагаете до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Получится очень красиво. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали до конца нашего ряда. Пока что-то красивое, но непонятное, да? После последнего рельефного столбика мы делаем накид. И вот у нас здесь были 3 петельки подъема. В третью петельку подъема нырнули и провязали обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь смотрите, мы с вами будем одновременно работать вот с этой арочкой, так? И будем одновременно работать со столбиками без накида. Итак, красиво капельку нашу разворачиваем. Так, будем ее сейчас так вот фиксировать, чтобы она у нас так вот красиво, да? Оп, такой вот петелькой была. И еще какой момент. У каждого столбика, да, без накида, если внимательно посмотрите сверху, вот, у нас как бы косичка вот такая, видите? Косичка, вот, петелька, петелька. У нас, получается, есть передняя стенка и есть задняя стенка, да, нашей, получается, вот этой капелечкой петельки. Так вот, мы будем работать с задней стенкой, понятно? То есть у каждой, получается, у каждого столбика без накида мы будем работать с задней стенкой. Хорошо? Итак, давайте, накид. Получается, наша с вами задача. Вот, у нас здесь с вами было 10
столбиков без накида. Так, мы, получается, должны с вами поработать с 3 центральными столбиками. Вот раз, два, три. Итак, беремся за первый столбик, а именно непосредственно за заднюю стенку. Раз. Тут же захватили арочку оранжевую. Два. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Раз. Накид. Сюда же, в эту же капельку, в эту же, получается, стеночку и этот же, получается, нашу арочку захватываем ниточку, провязываем второй столбик с накидом. 2. Дальше накид. Идем к следующей, получается, петельке. Точно так же берем, получается, за заднюю стенку. Оп. Взялись. И за арочку. Взялись. Вытянули ниточку. Провязываем столбик с накидом. Раз. Сюда же столбик с накидом. 2. Есть. И теперь получается центральный наш столбик. Беремся за заднюю стеночку и за арочку оранжевую. Вытягиваем ниточку. Провязываем 1 столбик с накидом. Итого у нас получается, смотрите, 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Точно так же, как вот в этом самом первом веерочке. Точно так же делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Возвращаемся сюда же, к этому же столбику. Беремся вот за 2 петельки, горизонтальную и вертикальную. Вытягиваем ниточку. И эту же ниточку протягиваем через петельку на крючке. Воздушная петелька, повернули себе вязание поудобнее. И вот нашу, получается, капельку провязываем 10 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять разворачиваем на себя вязание. Так. И продолжаем провязывать вот наш, получается, нашу арочку и наши столбики. Для начала мы в начале вот по самый последний, получается, столбик. Видите, как он у нас синенький был. Мы вначале сюда первый столбик провяжем. Так. Есть. Далее накид. Следующий столбик, следующую капельку берем. Оп. За заднюю стенку арочка. И провязываем 2 столбика с накидом. Раз. Сюда же. 2. И смотрите, в следующий, получается, столбик ныряем. Вот. И за заднюю стенку взялись, за арочку взялись. И точно так же провязываем. Раз столбик с накидом. 2 столбика с накидом. То есть по итогу, вот наши 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. Понятно? И вот такая получается у нас красота. Дальше опять перепрыгиваете. Получается вот наша арочка очередная. Вот наши столбики. Красиво петельку разворачиваем, так, чтобы она так вот раз, загигулькой такой была. И опять работаем с нашими 3 столбиками без накида нашего синего ряда. Поняли, да? Поудобнее взялись. Опять находим заднюю стенку. Так, задняя стенка нашей капельки. Захватили ее, взялись за арочку и вытянули, получается, ниточку. А ниточку мы должны вытянуть с накидом. Раз. И провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2 столбика с накидом. Оп. Как вам? Красота. Все. И вот таким вот образом провязывайте до конца ряда. Петелечки вот так вот красиво складывайте. И получится красота. Ну что, самостоятельно справитесь? Если что, перематывайте чуть назад, да, посмотрите, как здесь вязать. И до конца ряда. А здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, что у нас по итогу получается. Как вам? Необычно, красиво. Я думаю, что даже и не сложно, да, стоит только разобраться. Итак, вот после последнего веерочка, что я делаю? Я делаю накид. И вот у нас опять были 3 петельки подъема. Я к 3-й петельке подъема присоединяюсь, вытягиваю ниточку, провязываю 2 петельки. И дальше еще должна 2 петельки провязать. Но я хочу здесь еще одну новую ниточку присоединить. Вы можете присоединять, можете не присоединять, но мне захотелось, да, для контраста. Итак, беленькую ниточку присоединяю. Заканчивается у меня ряд оранжевой ниточкой, но в процессе вязания белая уже есть. И далее все то же самое. Опять 3 петельки подъема. Так, поворот. И помним, да, следующий ряд у нас состоит из рельефных столбиков с накидом. Первые 2 столбика пропускаем. И начинаем с 3-го столбика. Столбик с накидом раз.
столбик с накидом 2 и столбик с накидом 3. И вот как мы только 3 столбика рельефных лицевых провязали, делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И переключаемся опять на наши следующие столбики. Опять они у нас будут рельефные. Поняли, да? То есть мы уже все повторяем. Мы с вами уже провязали все возможные ряды. Теперь вы знаете, как вязать дальше. Итак, второй столбик и третий столбик. Все. И сразу же переключаемся на следующие наши 5 столбиков. Помним, да? Опять начинаем с третьего столбика. Все. Не сложно? Не сложно. Обратно будем возвращаться. Так? Будем провязывать, получается, наши веерочки, присоединяя вот эти наши капельки. Конечно, капельки мы красиво точно так же развернем, да, чтобы они у нас так вот раз заворачивались. И будет очень красиво. Итак, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. У меня здесь будет белый. Потом я хочу опять сделать голубенький, потом оранжевый, опять беленький и так далее, и так далее. Для тех, кто умеет читать схемки, схемку я сюда прикладываю. Схемка, ну, читабельная. Просто единственное, сядьте, разберитесь. Так, мы уже с вами провязали все моменты. Те, кто не умеет работать по схемкам, посмотрите обязательно. Мы же уже с вами все связали. Сравните, где какой элемент, да, где столбик, где у нас воздушные петельки, где столбики с накидом, где без накида, где рельефные столбики. Вы все поймете. Итак, увеличим наш образец на несколько рядочков. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот, допустим, мы вязали, решили закончить наше вязание. Как закончить ровненько, чтобы не было сильно, так скажем, вот таких высоких петелек. Итак, смотрите, в схемке показано, но я покажу. Вначале сделали 3 петельки подъема, воздушную петельку. Далее, получается, мы провязываем точно так же за задние стенки наших столбиков без накида и за арочку. Так, беремся. Получается по 6 столбиков без накида. 2 воздушные петельки, опять 6 столбиков без накида, 2 воздушные петельки, 6 столбиков без накида. И теперь смотрите, покажу вам. 2 воздушные петельки, 1, 2. Красиво укладываем нашу, получается, петельку. Беремся точно так же за заднюю стеночку. Так, и тут же беремся за арочку. Захватываем ее тоже. Вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. 1. Сюда же нырнули, столбик без накида 2. Далее, следующая получается наша капелька за заднюю стенку и арочку. Берем, вытягиваем ниточку, столбик без накида 1, столбик без накида 2. И получается последняя наша петелька, последняя наша капелька, наша задняя стенка. Беремся аккуратненько. Так. И тут же беремся за арочку, вытягиваем ниточку, столбик без накида 1, столбик без накида 2. Итого у нас получилось 6 столбиков без накида. Далее, смотрите, получается, делаем одну воздушную петельку, точно так же, как и в начале ряда. И здесь 3 петельки подъема, к 3 петельке подъема присоединяемся и провязываем наш столбик с накидом. Далее, если вам необходимо, вы здесь провязываете столбики с накидом, заканчиваете ряд точно так же, как мы начинали. Смотри, какое у вас изделие. Не сложно? Не сложно. Давайте. Итак, вот наша красота. Ровненько, аккуратненько, необычно в копилочку ваших узорчиков. Изнаночка, смотрите, тоже все ровненько, аккуратненько. Так, не стыдно показать. В моем случае вот так вот тянется узорчик и вот так вот тянется узорчик. Так, вот так вот он выглядит, если наоборот капельки повернуть. Тоже необычно, да? Согласитесь, здорово. Можете разными цветами, можете одним цветом, можете секционной пряжей, можете меланжевой, можете летний, можете демисезонный, можете зимний. Гляньте, он в любом случае будет красивым. Обязательно пробуйте из разной пряжи. Один и тот же узорчик из разных ниточек выглядит по-разному. Вот такие вот интересные завитушки тоже, да? И несложно, согласитесь, да? Возможно, по схемке покажется, что сложно, на самом деле даже и нет. Давайте замерим. Итак, я, получается, сегодня набирала 34 воздушные петельки. Если моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, моей рукой, то это, смотрите, 17 сантиметров. Здорово? Здорово. А тут у нас получается, ну, мы сделали наборный ряд, да, то есть у нас тут здесь столбики. И посчитаем его. Первый ряд, получается, потом дальше веерочки, второй ряд, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, ну и последний, восьмой. Так вот мы посчитаем. И у нас получается здесь, смотрите, 10 сантиметров.
Вообще шикарно, да? То есть, получается, рядочки высокие, красивые, необычные. Как вам? Надеюсь, вам нравится. Если кто вязал данным узорчиком уже, потому что узорчик явно не новый, рассказывайте, что вязали, что у вас получилось. Нам будет очень интересно, из какой пряжи. Если еще не вязали, подбрасывайте идейки. Возможно, кому-то ваша идейка понравится, что это будет. Ну, понятно, что летние изделия получаются топики, маечки, да. Демисезонные шарфики, почему бы и нет, да. Кофточки, кардиганчики, тоже здорово. Если это будут более такие яркие цвета, то это детские изделия, да, если цвета более приглушенные, более такие спокойные, да, то это получается какие взрослые, да, изделия, почему бы и нет. Вот, красота, красота, палантины, почему тоже бы и нет. Кофточки, кардиганчики, это будет шикарно смотреться, такой вот объемный узорчик, рельефный. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Также сохраните себе в плейлисты, вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.